В один обычный утренний день житель одной страны в Азии по имени Рави вышел из своего дома, направляясь на работу. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, окрашивая небосклон в нежные розовые и оранжевые оттенки. Ему нравилась эта пора суток, когда улицы еще были спокойны, и шум мегаполиса постепенно нарастал. Он сел на свой мотоцикл, готовый к привычному рабочему дню, и, включая мотор, не догадывался о том, какая неожиданная и интересная встреча ждет его впереди. Дорога к офису пролегала через старый парк, и Рави всегда любил этот маршрут. Свежий воздух, зелень и пение птиц помогали задать нужный настрой на день. Однако вскоре все изменилось. Внезапно среди звуков утра раздался тонкий писк. Мужчина остановил мотоцикл, прислушиваясь к звуку, исходящему откуда-то близко. Он заметил, что неподалеку человек вывозил мусор из дворовых контейнеров. Писк становился все громче, и Рави, полный любопытства, решил выяснить, в чем дело. Остановив мотоцикл возле тележки с мусором, Рави подошел к уборщику и задал ему вопрос. «Извините, а что здесь такое? Откуда этот звук?» Уборщик, удивленно посмотрев на Рави, ответил: «Честно говоря, понятия не имею. Но, возможно, это животное. Пойду посмотрю». Подойдя ближе к контейнеру, уборщик отодвинул несколько мешков с мусором. И тут Рави заметил, что на грязном мешке сидел маленький перепуганный щенок. У него были большие печальные глаза, и он казался таким уязвимым среди всех этих отходов. Рави наклонился, чтобы ближе рассмотреть малыша, и его сердце растаяло от вида этого беззащитного существа. Он протянул руку к щенку, шепча успокаивающие слова: «Не бойся, малыш, я тебя не обижу». Щенок, колеблясь, подставил спину для ласки, но продолжал волноваться. Кажется, он не слишком уж доверял людям, что было вполне понятно. Жизнь на улице научила его быть осторожным. Пока Рави думал, что ему делать дальше, вдруг снова кто-то запищал. На этот раз звук доносился из какого-то выброшенного мешка. Мужчина достал с тележки этот кулек и положил на траву. Он увидел дырку в ткани, через которую выглядывала довольно симпатичная мордашка. Удивление завладело глазами Рави, когда он понял, как щенок оказался на куче с мусором. Некто выбросил тот самый мешок, в котором находился не только первый щенок, но и второй, его братишка, который тоже пытался выбраться наружу. Рави мягко тормошил мешок, и вскоре крошка вылезла наружу. Его глазки, полные любопытства, смотрели на человека, который пришел им на помощь. В этот момент щенки, которые ехали на верную гибель в тележке, наполненной отходами, осознали, что у них появился шанс на спасение. Рави не сдержал улыбки, оба малыша были совершенно беспомощны, но также полны надежды. Эти жизнь – отражение не только одной среды, но и глухих улиц с шумом и обидой. «Так, давайте вас спасем», – сказал Рави, бережно взяв обоих щенков на руки. Он быстро осмотрел местность в поисках безопасного укрытия и, убедившись, что рядом никого нет, скрылся за кустами вдали от мусорной тележки. При помощи уборщика, который хоть и был растерянным, оказал неоценимую помощь в этом начинании, Рави вскоре отвез щенков в ветеринарную клинику. Врач, увидев их состояние, быстро извлекла в них плесень, грязь и отвратительные запахи, которыми успела пропитаться их шерсть. Процедура была немного стрессовой, но оба щенка проявили удивительную стойкость. После лечения они получили не только медицинскую помощь, но и хороший корм, который просто удостоил их воспоминаниям о количестве нещадных дней. После этого братья-щенки начали чувствовать себя в полной безопасности. С каждым угощением они явно становились все более счастливыми, и их страх постепенно исчезал. Они доверили себя человеку, который выбрал их судьбу, с нежностью любили и ластились к нему, словно понимая, что теперь они под надежной защитой. «Вам крупно повезло, ребята», – смеясь сказал Рави. «Если бы я вас не заметил, вы могли бы оказаться на свалке, одинокими, несчастными и больными». Он знал, что спасение двух щенков – это лишь первый шаг на долгом пути,
который им предстояло пройти вместе. Вскоре Рави принял решение. Он не мог оставить щенков одних. Он был готов создать им новое, любящее и безопасное гнездо. В тот момент, когда они покинули ветеринарную клинику, он назвал их, старшего назвал Мира, а младшего – Фил. Мира с ярко-коричневой шерстью сразу же начал проявлять свою активность, в то время как Фил с серебристым оттенком оставался более спокойным и осторожным. Вернувшись домой, Рави обустроил для щенков уютное место в уголке своей квартиры. Он заполнил его мягкими подушками и игрушками, вдобавок к новому туалету и мискам для воды и корма. Каждый уголок квартиры стал насыщен счастьем и радостным щебетом. Малыши начали играть друг с другом, резвиться на ковре, словно они только что вышли на трапезу в игровом мире. С каждым днем связь между Рави и щенками становилась все крепче. Он проводил время с ними, учил их выполнять команды, гулял по парку, и они бегали вокруг, наслаждаясь свежим воздухом. Теплые дни превращались в настоящие приключения, полные открытий, когда они встречали других собак, играли с ними и находили новых друзей. Мир, который до этого был полон ценностей и вызовов, оказался цветным и интересным благодаря этим двум пушистым существам. И каждый раз, когда Рави видел их счастье, его сердце таяло от любви, и он чувствовал, что сделал правильный выбор, взяв их к себе. Несколько недель спустя, в один из обычных дней, когда Рави был на работе, он пришел домой, уставшим, но счастливым. Он открыл дверь и был встречен шквалом радости. Мира и Фил с радостными мычаниями метались по квартире, приближавшись к нему с большой преданностью. Это было мгновение безмерной любви, когда все переживания уходили в прошлое. Тем не менее, Рави всегда помнил о тех, кто выбросил щенков. Он не знал, каким образом такой человек мог сделать подобное. Мысль о жестокости оставляла у него горький привкус. Внутри себя он надеялся, что тот человек однажды поймет всю глубину своих действий и, возможно, получит заслуженное наказание. «Жестокость возвращается, как бумеранг», – размышлял он, а его милые щенки, обнимаясь у его ног, вдохновляли его на оптимизм и позитив. Пришло время для первого приюта в их жизни. Рави решил затеять праздничное мероприятие в честь своих сердца и щенков, чтобы отметить их спасение и дать возможность другим людям узнать об этих плутоватых созданиях. Он собрал друзей, соседей и всех, кому не безразлична судьба животных. Для щенков было приготовлено множество игрушек и угощений. Их ожидали самые оригинальные костюмы и сценарии. Этот праздник стал таким важным событием, что после него было решено организовать спасательный фонд для бездомных животных. Люди в округе начали жаловаться на бездомных животных и их здоровье. Рави, полностью увлеченный своим новым проектом, погрузился в дело и привлек других добровольцев, чтобы помочь животным, нуждающимся в защите. Таким образом, щенки добились не только долгожданной семьи, но и вдохновили многих людей на добрые поступки. Каждый день был наполнен смехом, забавами и любовью. Рави чувствовал, что эти щенки фактически изменили его жизнь. Он нашел истину в небольших жестах. Забота, преданность и любовь к животным были теми вещами, которые он искал всю свою жизнь. Каждый вечер, засев с щенками на диване, он вспоминал о том дне, когда они встретились. Самая неожиданная встреча, которая радикально изменила его жизнь и жизнь двух несчастных щенков, оставила в его сердце неизгладимый след. И когда он смотрел в их блестящие глаза, он понимал, они потеряли много, но в конечном итоге нашли самое важное – семью и любовь. Как и мечтали об этом, щенки стали любимцами района, всегда ждут своих хозяев на прогулках
и радостно приветствуют всех, кто проходит мимо. Каждый, кто проходил мимо, не мог остаться равнодушным к этим двум милым существам, которые учили людей заботиться о других. Рави выучил одну важную истину. Иногда самые неожиданные и самые простые встречи меняют жизнь. Эти щенки, которые когда-то оказались на свалке, теперь являлись символом надежды, любви и спасения. Так что если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, где много интересных историй о спасении животных. Давайте вместе сделаем мир лучше для наших пушистиков, и пусть он станет полным счастья и заботы.